После того, как я съездил к дилеру, и мне там сказали, что, скорее всего, это ультра, и помочь они мне ничем не сможет, так как это, во-первых, не гарантия, а во-вторых, это еще даже не поломка. После этого я ездил, как-то нервничал, не знал, что делать, и позвонил еще раз мастеру уточнить некоторые моменты по поводу все-таки гарантии. Это не гарантия, потому что это недостаточно поломка, или это не гарантия, потому что у меня заниженная машина. Он сказал, что да, это не гарантия, потому что это у меня заниженная машина, и к ним в дилерский центр ездить смысла больше нет, так как там эта машина была, там ее видели, она приедет еще раз, и еще раз откажут в гарантии. Это первый пункт. Второй пункт, он сказал, что 50 на 50, что у меня будет гарантийный случай или гарантийного случая не будет, если я верну подвеску на сток и сделаю так, как будто машина вообще с ней никогда ничего не делали. 50% это будет гарантийный случай, если в том случае, если произойдет такая ошибка, при которой не придется лезть в блок управления двигателя и диагностировать там ошибку, тогда все будет нормально, поменяют по гарантии. Если же придется лезть в блок управления двигателем и его диагностировать, тогда они увидят, что было обновление настройки управления двигателем или обновление программы управления двигателем. Несколько раз было это обновление, соответственно, что говорит о том, что это был чип, тогда они, в общем-то, снимут с гарантии. И у меня почему-то есть такое ощущение, что это не 50 на 50, а где-то 97 на 3. 97%, что они полезут в блок, и 3%, что не полезут. Поэтому надеяться на дилера дальше нет никакого смысла вообще. И потом, после этого звонка, что-то пару дней я тупил, а потом думаю, надо что-то с этим делом делать, попытаться, может быть, найти проблему самому, и если ее найду, то надо ее как-то решать. И у меня было 3 варианта, как ее найти. Первый вариант – это попробовать вытащить какой-либо предохранитель, который отвечает за ESP либо ABS. Второй вариант – сделать адаптацию коробки, точнее ее сбросить. И третий вариант – это прикрепить GoPro к днищу и посмотреть, как себя ведет муфта и кардан, как там крутится, возможно, проблема в нем. Начну с третьего, потому что с ним у меня были потери. Я прикрепил GoPro к днищу, только отъехал из паркинга, я задел GoPro-шкой, но я думал, что она не отвалилась. При этом через метров 30 у меня перестало показывать на телефоне изображение с GoPro, я понял, что да, она отвалилась. Прошло, не знаю, 5 минут прошло, я вернулся, все, GoPro нет. Походил, поспрашивал, как бы никто ли не видел. На охране, там я видел, человек один заезжал после меня, у него спросил, ну все, нет, ее больше нет. Так что в ближайшее время никакие POV-видео снять не удастся. Второй вариант – это вытащить предохранителя ABS и ESP. Чтобы их найти, я написал Леониду, человеку с драйва. Он там числится как Light Overnight. И спасибо огромное, что помог. Прислал на почту мне расположение блоков предохранителей. Но я, честно говоря, практически ни хрена не понял, что там было написано и где они находятся. Смутно очень все понял. Ну, из того, что понял, нашел, что есть 2 варианта. Это один в багажнике и другой здесь слева от руля. Там есть место такое. Штука такая, короче, есть. Если ее открываешь, то там предохранители хранятся. В общем, в этих 2 местах я попробовал просто поочередно повытаскивать все предохранители. И, в принципе, ни один не отвечал ни за ESP, ни за ABS. Потому что, получается, вот здесь слева рядом с рулем я вытащил один предохранитель, который отключил много всякой фигни, в том числе и ESP. Но при этом не работали поворотники, дворники, подрулевые лепестки, усилитель руля, но никакого эффекта это не дало. Машина также толкалась, и, в общем-то, и еще какое-то время пришлось ездить без поворотников, как мудак. Ну, непродолжительное, потому что я ехал до ближайшей заправки, а это там пару километров. Не думаю, что кто-то обиделся. Вот. Второе месторасположение, где отключилась куча всяких систем, в том числе была ошибка привода и максимальная частота вращения двигателя. Это сзади есть такое
такой маленький предохранитель, но он не маленький, он самый большой из всех, который я видел. Он квадратный и смотрится как несколько предохранителей, соединенных вместе, и при этом он полностью пластиковый. Короче, когда я его вытащил, у меня вылезла куча всяких ошибок, но при этом машина стояла на месте, и ничего с ней делать нельзя было. На газ она реагировала, но при этом не включала передачу. Так что хорошо, что он не перегорел. Если бы он перегорел, то пришлось бы идти искать пешком, где есть эти предохранители. Вряд ли они были бы на ближайшей заправке. Конечно, пришлось бы их заказывать. Так что тут я делался малой кровью. Да, спасибо инженеру Audi, что такие крепкие предохранители. Третий вариант, решил сделать адаптацию. Мне уже два человека писало про адаптацию. И вот к одному из них я поехал ее снять. Ну, сбросить адаптацию. Коля СПБ на драйве числится. Ну, Коля. Соответственно, спасибо огромное, что скинул мне адаптацию, потому что машина после этого ведет себя вообще замечательно. Коробка переключает незаметно, нет никаких толчков, нет никаких рывков, нет поведения, как будто бы ты едешь на гидротрансформаторе, когда каждое переключение тебя чуть-чуть толкает вперед, либо она так, ну, как бы замедляется, а потом продолжает, замедляется, продолжает. То есть она ровно, без каких-либо проблем. Но при этом между первой и второй все-таки есть такие небольшие какие-то толчки, рывки на маленькой скорости, а на месте из ДВР и из РФД тоже остаются щелчки, такие же, как они и были. Поэтому я решил, что надо бы съездить на дачу, положить машину на деревяшки, на пеньки, ну то есть так, чтобы висели колеса, и попробовать положить камеру большую, так как GoPro больше нет с нами, посмотреть, что там происходит с муфтой и с карданом. Данного видео выходит, что проблема вот как раз то ли в кардане, то ли в самой муфте. Я не знаю, в чем там конкретно и как он крепится. Так что сложно сказать, в чем там проблема. И сложно сказать, проблема ли это. Потому что есть еще, вот мне один человек писал про адаптацию, это вот Коля, который ее скинул, еще раз спасибо. А второй человек писал тоже про адаптацию, у него была тоже проблема с коробкой, очень похожа на мою, она хрустела. Ему при этом, ну не с коробкой, получается, у меня проблема не с коробкой. У него тоже был какой-то хруст, и ему коробку поменяли по гарантии. У него там вообще огромный ликбез на 3 поста про все возможные проблемы, которые он там сам нашел с коробкой.
Но в итоге получается, что у него эти звуки тоже есть, хотя и написано, что это норма. Из DFR, то, что она щелкает. При этом у него, насколько я понимаю, торсон, так как у него седан. И коробку ему меняли на пробеге 20 тысяч. И у него на 20 тысячах были щелчки. А у меня сейчас 70 тысяч. Что, в общем-то, говорит о том, что, скорее всего, со временем люфт, он увеличивается. И, соответственно, либо он просто будет увеличиваться и ни к чему это не приведет, просто будет дискомфортно, либо рано или поздно муфта просто ляжет. Так что на данный момент вот такая вот фиговина.